Всем здорово, народ, я решил немножко разнообразить контент на данном канале и напомнить вам, что я также играю еще на актуале, поэтому сегодня у нас Суров Хант с актуалыча. Погнали смотреть видос. Решил поиграть режим 2 на 2, у меня напарник это монах Ткач Туманов, лекарь, рандомыч какой-то, просто списались в чатике. Против меня, смотрите, стрельба, охотник, ММ-хант. Сейчас нереальная мета на актуалыче, супер гига имба, у него просто буквально 2 кнопки, очень много дэмэджа наносят, очень сильно лицо пробивают. Буквально там прицельный выстрел плюс быстрая стрельба, и все, у тебя уже улетает фулл хпшечка. Я играю за Суров Ханта. Это, короче, смесь и милишника, и такого дальника, который все-таки на среднюю дистанцию больше сражается. Но иногда можно выдавать подбавчик, милишные тычки вдаль. То есть ты просто будешь тычковать ударом мангуста, который у меня на единичку, но не в упор, а вдаль. Это приятно. Но ты делать так можешь не всегда и так далее. В общем, у этого свои нюансы присутствуют. И вот вскрывается по мне вражеский, видите, ММ-хант. Он нажал в меня 2 кнопки, мне уже 1/5 хп улетела просто моментально. Это он еще бурст и не нажал. Это он еще прицельный выстрел как-то фигово в меня бахнул. Короче, интересная суета, посмотрим, что будет происходить. Сурвы могут кидать очень много ловушек, и самый приятный спел это, конечно, просто граната, которую ты в противника так вот бросаешь, и это не может не ранить. На дистанции вот такой вот бой у нас будет происходить. У Сурва есть питомец, вот со мной бегает, видите, да? Равозавр. У ММа питомца нет. Хант стрельба. О, посмотри, посмотри! Просто буквально у меня хп улетает практически моментально и так далее. В общем, супер неприятно сейчас эти чувачки, вот эти ММа. Ну, дэмэдж колоссальный, дэмэдж огромный. Но мы будем играть не за мету, потому что Суров мне нереально сильно нравится. Вот прям такой кайфовый спек. Лично мне просто заходит максимально. Мне кажется интересным. Вот его способности, его билки и в целом его геймплей. Такой, знаете, у меня есть 3 рывка, по сути. У меня есть гарпун, который я кидаю в противника. В него попадает гарпун, я к нему прилетаю и рутаю его. Ты посмотри, я ему просто ответочку выдал на дистанции. Это просто ошалеть. Вот я вам стопудово жопу ставлю. ММ такого дэмэджа от меня не ожидал. Он думает, Суров Хант... Не мета, сейчас победим. Но я просто бафчики прожал на дистанции, ему лицо снес еще похлеще, чем кто-либо. Поэтому сейчас было прям очень так солидный момент. Но опять же, этого прям для победы недостаточно. Будем играть дальше. Выбили, по крайней мере, сейвы. Нормально. Окей. Тринкета нету уже у вражеского жреца. Но вот проблема в том, что я так могу делать, ну, в плане заезда вот эти бурстовые очень жесткие выдавать не постоянно, а так, типа, просто в кулдаун там минута-полторы. А вот ММ лицо оторвать может, я не знаю, в промежутке в 15 секунд, если просто ему дать покастовать. Поэтому я пытаюсь притворяться мертвым, сливаться с тенью, вот это вот все нажимать, когда он кастует у меня прицельный выстрел. Просто прицельный выстрел. Посмотри, насколько далекий рывок есть у Суров Ханта. Вот я сейчас нажал, короче, это по сути мой бурст плюс рывок. Дистанция огромная у этого рывка, вы сейчас сами видели. И после него еще дэмэдж получается. Все, гарпун в вражеского лекаря, рутаю его на месте, кидаю туда трапу. Чтобы его заморозить, он стоит в контроле, он отдыхает. Подбегает мой монах, кстати, тоже его станет, но... Сурву, ну, точнее, мне очень больно просто от буквально бурстов этого ММчика, ну, я не знаю, ему даже помогать не надо. А вот смотри, что делает вражеский приз, понимает, что он не сможет выхилить ММа, зачем-то прыгает своего духа, но в духе нету прям такого гига-захила, нету бурстового захила, и все, теряется вражеский ММ и умирает. Ну, все-таки выжили, пробили, продамажили нормально. Я думаю, вы начинаете немножко уже понимать, что происходит. По крайней мере, я точно думаю, что вы начинаете понимать. Это была первая катка, давайте посмотрим еще одну. Но где можно найти весь дополнительный контент как по актуалу, так и по аддону WoW 3.3.5? Конечно же, у меня на бусте. Здесь у нас имеется полный гайд Unholy DK, где я освещаю все основные моменты, рассказываю базу. При этом присутствуют дуэльные разборы против разных классов. Например, Unholy DK против Ростмага или Unholy DK против Паладиныча. В общем, все самое неприятное тут разобрано. И есть даже общий разбор всех спеков ДК, можете перейти, знакомиться, он в открытом доступе. Но ДКшникам все не ограничивается, также присутствуют гайды на Паладина, на чернокнижника, вскоре будет появляться на другие классы. Есть полный гайд по моему PvP-шному аддону и интерфейсам, который я использую, как все настроить, как все передвинуть, чтобы было как у меня, чтобы было красивенько, чтобы было функционально и минималистично. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходи на мой бусти и подписывайся. Цена, кстати, недорогая, как одна кружка кофе, поэтому я думаю, предложение выгодное. Больше не затягиваю, народ, погнали смотреть основной видос. Вторая котеечка. Это, кстати, новая арена, которую добавили вот буквально в предпоследнем или в последнем патче на актуале. Я здесь играл вообще буквально 2 раза. Такая, ну, в целом неплохая. Довольно широкая. При этом имеются пилары 4 штуки по краям. И еще вот такая возвышенность в центре небольшая. Здесь, кстати, багнулся почему-то мой гарпун. Он на КД не ушел. но при этом я приста зарутал и к нему не... Я не знаю. Против меня играет Виндволкер Монах. Монах, танцующий с ветром. Это класс, я не знаю, наверное, самым большим бурстовым таким дэмэджем, который вообще, в принципе, присутствует сейчас, наверное, в игре. Он прям реально сносит лица. Это мой, если что, мейн такой...
на котором я играл на актуале до того, как пересел на Сурва, поэтому наигранности именно за монаха у меня тоже присутствует немало, так? Поэтому я знаю, что его нужно реально бояться. У монаха, да, просто нужно все его бурсты переживать, перебегать, убегать, нужно вот просто нельзя с ним сражаться, пока он под своими бурстами, пока он призывает вот эти вот свои копии, когда он начинает удар Винлорда кастовать и так далее. Поэтому сейчас мы просто терпим. Все, у него копии закончились, бурст, по сути, его прошел, и вот сейчас уже можно где-то там что-то чуть-чуть, по чуть-чуть нормально с ним уже играть, отыгрывать. Поэтому сейчас я начинаю прожимать свои бурсты, но здесь был, кстати, неприятный двойной эфир. Но в любом случае по мне будут играть. И смотри, опа, раскидываю приста подальше, монаха подальше, нормально, позиционочку им сломал. При этом я еще их застанил, потому что они были под моей стрелой, которая связующий выстрел. Ты связываешь противника, если он рвет дистанцию, то по нему стан проходит. В общем, нормально. Их раскидал просто в разные стороны, из-за этого получилось им сломать позиционочку. И смотри, сейчас будет гигамув. Откидываю подальше монаха, рутаю его, чтобы он не смог прибежать, и просто его аннигилирую. Умом плей. Плей был нереально умом. Если бы я сейчас не зарутал монаха после того, как я его откинул, он бы просто на кувырках своих добежал бы до приста, и прист бы его подхилил, вот, и поднял бы ему хп. Но из-за счет того, что я гарпун в него кинул и зарутал, он этого сделать не смог. Если предыдущие две катки максимально свежие, то есть я их вот сегодня прям отыгрывал, то данная игрулька — это одна из моих вообще самых, в принципе, первых каток за Суров-ханта. Тут у меня и питомец неправильный, просто кошка. Если вкратце, она не накидывает антихил по противнику, которого бьет, а это неприятно, поэтому нужно брать себе либо гиену, либо равозавра. И, в общем, такие, да. Еще просто пристрелочные котейки. Против меня баланс друид и саб рога. Рога в скрытности. Тут я кидаю дизарм по разбойнику и смотрю за его тринкетом, будет ли он тринковать или нет. Он, кстати, еще и в трапу мою наступает. Почему-то решает не тринковать. Вражеский друид потратил столб в меня. В общем, это, поскольку были первые катки, это еще рейтинг маленький. Ну, не то, что у меня сейчас прям гига рейтинг, но я уже 1800 себе апнул. Это, по крайней мере, вообще без рейтинга катки, но она будет довольно быстрая. Я решил ее вставить. Соответственно, Клыкиня, кстати, и Нетрика. Это русичи. Вот так вот. Залетает в меня циклон, но поскольку я поставил метку на вражеского разбойника, я его вижу даже когда он ушел в инвиз повторно, и сейчас нужно в идеале просто за ним упороться и не отпустить его. Поэтому гарпун, просто в него бэмбу, бомбу, бимбу закидываем, и все, и пошли вот так вот долбить его. Удар финальный по нему тоже наношу, и, соответственно, все, побеждаем данное противостояние. Тут было все довольно просто, но опять же, Саброга плюс баланс друид не самая сильная комбинация, плюс еще и пацанчики не очень опытные. Тут чисто так, на попиздеть котеечку вставил. Я думаю, вы понимаете. Вот. Кстати, баланс друид достаточно плотный и жирный. Я думал, я его гораздо быстрее убью. Вон, смотри. Не хочет умирать. Савух. Офигеть. На сегодня у меня все, народ. Если заинтересовал актуал, переходите на мой второй канал. Ссылочка в описании присутствует. Также не забывайте про мою группу в телеге, где я все анонсы, соответственно, публикую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем прогрессив в PvP. Всем пока.